Всем привет, всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас по вашему запросу снимаю видеорасклад, картина происходящего, что у него в отношениях с вашей соперницей, с любовницей, давайте назовем так. Часто меня мужчины спрашивают, это что, расклады только для женщин? Нет, это расклады не только для женщин. В этом случае вы можете эту ситуацию интерпретировать под себя, под свою ситуацию. В этом случае, где мы будем просматривать, допустим, как я говорю, где будет женская сторона, это будет сторона вашей партнерши, где будет мужская сторона, это, соответственно, будет сторона вашего соперника, вашего оппонента, чтобы вам было понятно. Ну, конечно же, поскольку основная масса тех, кто смотрит видео, это девушки, женщины, поэтому акцент все-таки будет на них. Итак, можете для себя выбрать один из трех вариантов. Если у вас куча бывших, можете выбрать хоть 3 варианта. Это кому как нравится, кому как удобно, пожалуйста. В работе у нас сегодня с вами будет Таро Темный Особняк, повседневное Таро Ведьм и Таро Видений. Поэтому сконцентрируйтесь на той колоде, которая зрительно вас манит, тянет, и мы посмотрим, какую информацию вам дадут карты. Работаю я своим авторским раскладом. Он для меня наиболее объемно раскрывает эту информацию. Итак, что у него во взаимоотношениях с соперницей для тех, кто у нас выбрал первый вариант? Что там? Так, карты все не помещаются, поэтому я их отложу итоговые и вам покажу их в конце. Я всегда выкладываю расклад сразу, я не тяну по одной карте, не вижу в этом смысла. Мне намного проще разложить ситуацию в целом и давать сразу вам же информацию, давать интерпретацию того, что здесь происходит. Что могу сказать? Итак, карта с левой стороны, карта вашей оппонентки соперницы, с правой стороны карта вашего партнера. Если смотреть непосредственно на то, как она видит ситуацию, как она ее воспринимает. Здесь 100% идет нацеленность на создание семьи с вашим партнером, желание заключения брака. Более того, у кого-то здесь может быть вообще такая ситуация, что ваша соперница является его супругой, потому что здесь очень много карт это указывающих. Но для большинства, могу сказать так, 80% это стремление вступить с ним в брак, в брачные отношения. Могу сказать, что соперница однозначно его любит, она не приемлет быть здесь ситуации, быть на вторых ролях. Более того, здесь и цели, и планы, и стремления не только по построению семьи, по ситуации продолжения рода. Здесь желание быть вместе, но она понимает, что человек здесь мается, что он не может сделать верный и правильный выбор. Здесь, если смотреть по картам, она осознает, что повлиять на его выбор она не может. Она может его только к этому выбору подтолкнуть, направить, каким-то образом манипулировать. Но активных действий, каких бы она ни предпринимала, смотрите, там манипуляция, шантаж, нет. То есть здесь развитие отношений четко зависит от мужчины. Ей только остается здесь выжидать. Более того, она очень сильно боится здесь по ситуации, что может быть пресыщение в этом союзе, как следствие, знаете, раздражения, отчуждения друг от друга. Поэтому здесь она держится за эти чувства, за эти эмоции, для нее это первооснова. Помимо всего прочего, ситуация для нее является как бы сложной, тяжелой в том плане, что очень уж очень хочется быть в союзе с ним в отношениях, но
знаете, как я говорю, все тяготы в партнерстве, в союзе ложатся на ее плечи. То есть это такая ситуация по принципу, слушай, ну тебе же надо, ты эти отношения не вывози. Но если смотреть в целом, да, как она рассматривает этот союз, эту перспективу, она понимает, что если она хочет строить эти взаимоотношения, ей придется пройти очень-очень сложный путь. Если смотреть арканы вашего партнера, здесь я не вижу у человека чувств, здесь позиции вашим и нашим. По какой причине? Потому что если, допустим, человек женат на вас, то это идет желание остаться в семье, потому что по Луне это вопросы самообмана, поэтому, как следствие, видите, 8 чаш здесь в подсознании ложится. Она говорит о том, что человек хочет выйти из этого союза. Знаете, как-то выйти мягко, как я говорю, без каких-либо конфронтаций, выяснения взаимоотношений. Потому что крайне важно сохранить нормальное какое-то вот общение. Потому что здесь человек понимает, что по сути вдруг, если когда-то ему захочется вернуться, чтобы было куда возвращаться. Как это сделать, человек не понимает и не осознает. Сейчас по 7 жезлов это только закрывается и динамит. Все. Ничего он здесь больше сделать не может. Что, какая мотивация у него была? Почему человек, в принципе, шел в эти отношения, в этот союз? Могу сказать, здесь однозначно сексуальная тяга, здесь желание самоутвердиться, раскрыть, показать свой потенциал, почувствовать себя мужиком, знаете, как показать себя с лучшей стороны. Но он четко понимает и осознает, что перспектив у их союза нет, у их союза, потому что по 10 мечей это жирная точка. Это, знаете, когда человек насытился, наполнился, и всем спасибо, все свободны. Здесь я не вижу, повторюсь, ни вопросов кармы, ни глубоких чувств. Это был вопрос любопытства, вопрос интереса, вопрос, ну даже глядя вот на перспективу итоговых карт, желание сопоставить и сравнить, а вдруг где-то есть лучшее. Я тут, знаете, как я говорю, теряю лучшие свои молодые годы. Поэтому это и было такое вот мимолетная тяга вот пойти налево, но здесь, несмотря на то, что там человек, может быть, насытился эмоционально и в физическом плане, он осознал, что это не даст ему стабильности, что он не готов рушить свой быт или какие-то стабильные устои ради нового союза. Потому что здесь, вот еще раз посмотрите, это для него трудный выбор, 7 чаш. Да, он много взвешивает, да, он много обдумывает, много рассуждает, делает какие-то выводы. Более того, актуальная ситуация будет для тех, у кого это случилось по причине служебного романа, то есть это в большей степени взаимоотношения между коллегами. Если здесь речь не о служебном романе, то это, знаете, как отношения построены на сексуальной тяге, на сексуальном интересе, потому что 3 пентаклей, опять же, желание прощупать себя с новой стороны. Туз жезлов, паж жезлов — это вопрос любопытства, это тяга. А как же там? А вдруг там лучше? А вдруг там, знаете, как я говорю, энергия молодой, не обремененной проблемами женщины, которая возродит в нем какую-то удалую убыль. Но здесь этого не случилось. То есть человек мог напитаться сексуально, здесь, как я говорю, насладиться эмоциями, но основной момент и посыл, видите, вот по 7 мечей. Всем спасибо, все свободны. Я как бы хочу вернуться в прежние отношения, то бишь вернуться к вам. Понимаете, не к вашей сопернице, а к вам. Потому что все познается в сравнении. Даже тем, кому кажется, что у соседа трава зеленее, зачастую они ошибаются. Вот аналогичное мы здесь видим в этой ситуации, в этом союзе. Но даст ли ему спокойно уйти его любовница? Сейчас я хочу посмотреть. Даст ли спокойно уйти? Пусть даже не рассчитывает. Здесь будет манипуляция, здесь будет шантаж, здесь будут интриги. Человек постоянно будет на нервах, в состоянии бессонницы, чувство тревоги. У кого-то даже может быть панических атак. То есть состояние внутреннего стресса здесь обеспечено. Просто так его отпускать здесь никто не собирается. И дарить его на блюдечке с голубой каемочкой. То есть раз ты влез в эти отношения, так будь добр, будь мужиком, да, и отвечай за свои слова, действия и поступки. Вот так себя позиционирует ваша здесь оппонентка. Потому что здесь у нее это чувство, желание бороться за свои эмоции,
за свою любовь, и она свято верит, что это взаимно, а проблема-то заключается в том, что здесь это совершенно не так, и она не хочет видеть объективные картины, объективные ситуации. Вот в чем проблема этих взаимоотношений. Причем здесь колесница, королева жезлов и смерть, это у нее будет такая позиция, ну слушай, если ты не хочешь сделать выбор, то я сделаю так, что не доставайся ты никому. Потому что по этим картам это она не только заявит о себе, это такая вот позиция, я отравлю тебе жизнь, я тебе ее испорчу, если не будешь со мной. Либо ты со мной живешь счастливо, либо ты несчастлива, и будешь жить с кем-то другим. Ну или просто, знаете, я говорю, утрированно, не жить, то есть жизни вам не дадут. Поэтому здесь ваш товарищ влип. Это могу сказать однозначно. Хорошо. Можете ли вы как-то оказать влияние на эту ситуацию? Рыцарь жезлов, солнце. Это, знаете, не то чтобы быть между двух огней, это занять нейтралитет. Такую вот позицию по принципу пусть разгребается сам. Вы даете ему время, причем здесь, смотрите, здесь по срокам, это в рамках месяца, чтобы человек четко определился, сделал какие-то выводы. То есть, знаете, как он идет, ходит по лезвию ножа. Фактически вот. Определяйся, либо да, либо нет. Я тебе даю возможность выбрать, но второго шанса у тебя не будет. То есть, если ты сейчас делаешь выбор не в мою пользу, все, для тебя навсегда закрыты эти двери. И человек это понимает и это осознает. Поэтому тут не зря падала семерка мечей, как желание вернуться к вам. И я могу сказать, у человека здесь на длительный период будет состояние апатии и депрессии, потому что ну, дорогого стоят вот эти его загулы, человек уже сам сожалеет о том, что заварил такую кашу. И будет такой, знаете, приходить как побитая собака, просить у вас помощи, какого-то взаимодействия, и такая позиция «простите». Простите, будет возвращаться к вам как побитая собака. Ну что ж, вот таким у нас вышел первый вариант. Вы мне, пожалуйста, пишите в комментариях, как у вас здесь ситуация отыгрывается по факту в жизни, что происходит на текущем этапе. Я вам буду признательна за взаимодействие, за ваши лайки, за вашу подписку. А мы с вами переходим ко второму варианту. Итак, для тех, кто у нас с вами выбрал повседневное таро ведьм. Так, ребятки, смотрим, что у вашего партнера во взаимоотношениях с соперницей. Какова там ситуация, да? Посмотрим. Угу. Так, сейчас как-то положу, чтобы было удобнее. Угу. Интересно. Интересно. Так, то, что мне показывает карта, сейчас я вам достану. Здесь речь идет о кубковом товарище. Так сказать, засвечу вам финальные карты. То есть мужчина, рак, скорпион или рыба, либо с асцендентом в этом знаке. Итак, карта с левой стороны карты барышни, ваша соперница, оппонентки. С правой стороны карты вашего партнера. Значит, то, что здесь я вижу по картам. Здесь у вашей оппонентки совместить приятное с полезным. Почему я это говорю? Потому что чувство действительно есть. Она его действительно любит. Но и помимо всего прочего любит комфортную жизнь, очень сильно любит деньги. Если ваш партнер не является состоявшимся, и, как я говорю, состоятельным, ну то есть я не говорю, что там миллиардер, нет, не обязательно. То есть это достаток и уровень выше среднего. Если ваш партнер подпадает под эту категорию, то здесь девушка шла не только за чувствами, но и за финансовыми ресурсами. Потому что рядом с ним она себя ощущает стабильно, комфортно. Здесь преобладает еще тяга к роскошной жизни.
Но чувства присутствуют, здесь желание быть вместе, здесь желание развивать отношения, здесь желание строить семью, рожать детей. То есть она за него будет держаться как клещ руками и ногами. В этом можете не сомневаться. И здесь на это есть ряд причин. И финансовая сторона вопроса в первую очередь, и чувства, и эмоции. И знаете, ну по принципу уж слишком много труда потрачено, отпускать она его здесь не намерена. Хотя не все так гладко в их ситуациях. И сейчас по тому, что здесь происходит, по рыцарю мечей, есть конфликты, есть выяснение взаимоотношений, есть проблемы, есть агрессия со стороны партнера, но она пытается закрывать на все это глаза. Почему? Потому что осознает, что нужно не перегибать палку, если будет лезть на рожон, то может его потерять, чего бы ей, конечно же, совершенно не хотелось. Тем более, глядя по картам, велика вероятность, что здесь девушка в положении. Повторюсь, не для всех, сейчас даже дотяну, ну нет, все-таки, смотрите, вот тут и туз чаш, девятка пентаклей, королева чаш, и здесь императрица, все-таки да. То есть она за него будет держаться, как я говорю, руками и ногами. Так, если смотреть вашего партнера, изначально человек ей был благодарен за какую-то помощь и поддержку в трудную минуту, потому что у него в мыслях шестерка пентаклей. Это, знаете, как желание воздать за содеянное. То есть отблагодарить, помочь. И здесь человек залип эмоционально, потому что рассматривал как единственного друга, может быть, в какой-то сложной ситуации, как соратника, как поддержку, как человека, которому можно безоговорочно доверять. Но вот с его стороны здесь точно не о чувствах. Здесь вот человек шел по страстям, потому что яркая, амбициозная, эмоциональная, та, которую можно засветить перед друзьями, похвастаться, поднять свой социальный уровень. Но здесь, видите, не о чувствах. В чувствах у нас здесь падает повешенный. Это просто как благодарность за какую-то, вот я говорю, помощь и поддержку в сложную минуту, в сложной ситуации. Но здесь не про любовь. Я сейчас даже дотяну, посмотрю, что у нас с вами здесь. Видите, туз пентаклей. Новый шанс, новая возможность, но это не о чувствах. Это может быть расчет, скорость, материальный интерес, сексуальный интерес. Но вообще по тузу пентаклей, это, знаете, своего рода даже иногда как купить себе красивую игрушку. Но в планах, видите, двойка пентаклей. Человек сопоставляет и сравнивает, а стоит ли овчинка выделки, а имеет ли смысл ему продолжать эти отношения. Да, он здесь осознает четко, что он здесь хозяин ситуации, может манипулировать, дергать за веревочки, как ему удобно, и развивать отношения так, как он хочет, потому что все здесь абсолютно зависит строго от него. И если смотреть вообще по картам, даже в скрытых мотивах тройка пентаклей, здесь могли быть какие-то совместные проекты, бизнес-проекты, деловые контакты, работа, взаимодействие. То есть человек для него, повторюсь, был как опорой, поддержкой и подмогой в каких-то моментах. Но если смотреть здесь по ситуации, вот чего он ждет от этого союза, да, к чему он у нас здесь по факту стремится. Туз жезлов и дурак. Понимает и готовится к появлению ребенка. Вот то, что здесь есть. Но видите, здесь как просто взять на себя какие-то официальные обязательства. Здесь не о чувствах, потому что сейчас по семерке жезлов человек дистанцируется, от этого закрывается. Все, что здесь происходит, четверка жезлов, девятка чаш, это быть благодарным за, повторюсь, поддержку в сложной ситуации. Но здесь вопросы сожительства и совместного проживания. Причем по тузу мечей человек может взять ответственность официально, ну, то есть жениться, признать ребенка. То есть у каждого здесь будет по-разному. Если мы будем смотреть на перспективу этого союза, я могу сказать однозначно так. Они будут жить совместно. На это указывает и паж пентаклей, рыцарь чаши, четверка мечей. Но, будучи в этих отношениях, будучи в этом союзе, мужчина все равно будет гулять. Семерка мечей, солнце и король чаш. Это как не дать себе зачахнуть, это постоянно подпитываться новыми эмоциями, это постоянно стремиться где-то что-то добирать на стороне. То есть одними этими отношениями он не ограничится. Ну, я сейчас спрошу, уйдет ли он впоследствии из этих отношений? Уйдет ли он впоследствии из этих отношений? Да, колесо фортуны, рыцарь жезлов и смерть, когда карма будет отработана, это в большей степени касается вопросов и появления детей, да, и вопросов, связанных с ресурсами. Тут будет поставлена жирная точка. Видите, будут идти отсечения. Хорошо. Вам вообще стоит ждать этого партнера, тратить свое драгоценное время? Стоит ли вам
ждать этого партнера. Здесь падает император, пятерка мечей и луна. Я могу сказать так: не отравляйте себе жизнь, не занимайтесь самообманом, не впадайте в одержимость, в искушение, потому что, по сути, для вас этот человек закрытая история. Император, пятерка мечей, все, отсечение, как бы ни было больно, страшно, обидно. И луна, это, знаете, постоянно заниматься вопросами самокопания, рыться в своем бессознательном, изучать психологию, а что же вы сделали не так, искать в себе какие-то косяки и недочеты. Не стоит этого делать, потому что вы занимаетесь саморазрушением. Как бы не было обидно, досадно, но отпустите этого человека и эту ситуацию. Потому что, ожидая его, тратите лучше свои молодые годы и свое время. Поэтому не живите, посмотрите, не живите иллюзиями. Двигайтесь дальше. Если будете находиться в режиме ожидания, войдете в глубокий жизненный кризис, из которого вам крайне тяжело будет выбраться. Поэтому здесь только вперед, 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 без заглядки. Не ожидая, не пытаясь вернуть этого человека, не пытаясь каким-то образом возобновить с ним эти отношения. Это бессмысленно. Ваша основная задача на текущее, на ближайшее время, вот пятерка жезлов, восьмерка пентаклей, двойка мечей, это карьера, это работа, это реализация. Как только вы свое внимание, акцент переключите на другие вещи, в вашей жизни появится достойный мужчина, вот с которым у вас будет стабильный союз и стабильные взаимоотношения. А сейчас то, чем вы себе забиваете голову, это напрасные страдания по прошлому. Ну, понимаете, тут уже все. Смотрите, десятка жезлов, башня. Закройте для себя этот кармический урок. Здесь все разрушено, ловить нечего. Нужно отпускать. Как я говорю, вот в кризисе вы. Вот видите, пятерка пентаклей, десятка пентаклей и десятка мечей. Все. В этом союзе поставлена жирная точка. Возвращаться некуда. У вас путь только вперед, в новую жизнь. Чего я вам искренне желаю. Поэтому, мои хорошие, жду от вас обратной связи. Пишите, оставляйте ваши комментарии, оставляйте, в принципе, скажем так, ваше видение карт у каждого, да, оно тоже может быть по-своему. Если видео для вас было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь им с друзьями. Я с вами не прощаюсь, я буду переходить к третьему варианту. От вас еще в комментариях буду ждать тем, которые вы хотели бы рассмотреть в раскладах. Итак, мои хорошие, те, кто у нас выбрал третий вариант Таро видений, приступаем с вами, да? Итак, давайте посмотрим с вами, что же у него с соперницей. Итак. Карты поправляю, чтобы хорошо были вам видны. Не лежали хаотично. Так. Угу. Итак, для кого или о ком говорит здесь эта ситуация? Давайте с вами рассматривать. Здесь ситуация у нас, в частности, если смотреть и вашего партнера, да, и его, скажем так, барышню, это о несвободных людях. Даже вот смотрите, по колесу фортуны девушка убивает здесь змея. То есть, либо ваша оппонентка находится в браке, ну, либо вы в браке со своим партнером. Сейчас объясню почему. Потому что, если смотреть по этим картам,
Вот, анализируем с вами цепочку событий. Девушка стремится к обретению нового мужчины. Мужчины, который не только может быть старше, но просто, знаете, является как духовным путеводителем по жизни, поддержкой, наставником, учителем. И даже если она в текущих отношениях с кем-то другим состоит, она ощущает себя одинокой, поэтому она и потянулась за вашим партнером. Здесь, конечно же, планы, цели на построение брака с мужчиной, который, ну, как старше, который мудрее. И если смотреть по картам, здесь только это с позиции, как говорю, расчета. Как в расчета финансового, так и расчета, знаете, как человек близок и духовно, ментально. Да, хотелось бы и ей семьи, да, хотелось бы и построения стабильных взаимоотношений. Но она понимает, что для этого ей нужно будет разрушить свой союз по аркану смерти. Сейчас она находится как в клетке, в созависимой ситуации. Не то чтобы она готова плыть по течению, но что-то менять кардинальным образом пока не стремится. Плюс, если смотреть сейчас на текущем этапе, по десятке мечей у них ссора, конфликт, либо разрыв отношений. Поэтому вот по аркану суд она будет стремиться возобновить общение с вашим мужчиной. Возобновить союз, возобновить эти отношения. И если смотреть арканы вашего партнера, здесь по тройке жезлов это все по ситуации остаться, ну, социальное общение. Почему? Потому что по десятке чаш это чувство к его собственной семье, не к ней. Сейчас объясню почему, чтобы вам была понятна взаимосвязь. Видите, в подсознании восьмерка чаш, он уходит. И здесь, если брать эти взаимоотношения, то он здесь ставит на первое место себя, свои чувства. Он любит себя, но явно не ее. И здесь стремление отстоять свою зону комфорта. Тем более он понимает, что по пятерке пентаклей ошибся, отношения себя исчерпали, они в кризисе. Он здесь недополучает той ценности, той зоны комфорта, к которой он стремился. Осознание, что слишком разное. То, что, вы знаете, как люди напитались друг другом, вот четверка чаш, то пошло пресыщение. Ну все, уже скучно, уже пресно, уже неинтересно, ловить уже нечего. Плюс, поскольку здесь барышня с таким вот очень серьезным материальным расчетом, то он понимает, чтобы эти отношения продолжать, нужно постоянно вкидываться и вкладываться по девятке пентаклей. То есть она в статусе содержанки. А здесь он к этому не готов. Все, что его устраивало, это формат легких отношений, не обременяющих. Отношений, в которых никто не выносит мозг, не ставит никакие условия, не ставит никакие ограничения. Он этого искал. Ему не нужна вторая семья или вторые стабильные отношения. Нет, желание было вот просто какого-то мимолетного флирта. Но сейчас в чем плюс? Отношений нет. Это даже, знаете, может быть, ну, если смотреть по картам, по энергии. Вот видите, здесь тройка чаш, и здесь у нас двойка мечей. Обоюдное решение поставить точку. И если смотреть по арканам императрицы жезлов, то мужчина здесь будет возвращаться к своей прежней партнерше, то бишь к вам. А на будущее их союза здесь у нас ложится повешенная шестерка пентаклей и семерка чаш. Все, отношения зависли. Оставить эти эмоции только в воспоминаниях, в снах, в переживаниях. То есть, знаете, тут еще может эти обоюдные желания людей ставить здесь точку, чтобы остались приятные воспоминания друг о друге. Что само по себе немаловажно. Оставить это, вот знаете, как послевкусие этих отношений, когда нет какой-то грязи, какой-то горечи, чтобы были о человеке действительно только приятные эмоции. Хорошо, вам-то на что рассчитывать? У вас-то наладится или просто вернется, лишь бы вернулся? Так, двойка мечей, пятерка чаш. Смотрите, вам будет сложно принять, простить это предательство. Но, тем не менее, по влюбленным ваше эго, оно возьмет свое. То есть партнера вы здесь будете принимать обратно. Хотя, смотрите, у вас одно колоды паж мечей, это будет недоверие. Это постоянно у вас будет желание держать руку на пульсе, контролировать, проверять, взвешивать, может быть, шерстить соцсети. То есть отношения все равно уже не будут такими, как прежде. Вы все равно будете как жить с оглядкой на то, а не пойдет ли ваш товарищ здесь в загул. Что могу вам сказать? К сожалению, ситуация здесь может повториться.
И это у него будет связано с работой, с какими-то контактами по работе. То есть эта ситуация действительно может снова быть в будущем. Потому что на вопрос, будет ли человек верным, к сожалению, здесь я этого не вижу. То есть, знаете, такой... Ну, нельзя так говорить, но больной напередок. Есть такая категория людей, думаю, меня многие поймут. Хорошо. Вам-то стоит оставаться в этом союзе. Могу сказать так, ну, во-первых, карма не отработана. Снова, видите, падает на дне колоды колесо фортуны. И в отношениях здесь нужно быть как минимум еще 2 года, то есть чтобы расставить свои цели, свои приоритеты. То есть для кого-то закрыть свои базовые вопросы, начиная от вопросов, допустим, опекунства, финансов, самодостаточности, зрелости. Но впоследствии, если смотреть, вы будете как бы принимать себя, любить себя и будете делать выбор в свою пользу. Последующих предательств вы здесь не простите. Потому что если рассматривать эти арканы, вот 6 жезлов, 8 жезлов и туз чаш, это желание уйти в новые отношения, в новые эмоции с высоко поднятой головой. Поэтому, мои зайки, вот такой у вас расклад, вот такая информация. Вы напишите мне, как у вас по факту отыгрывается, какая там будет информация. Я от вас буду ждать ваших сообщений. Кстати, можете видео написать темы раскладов, которые вас интересуют. А я по возможности, как будет свободное время, буду просматривать эти темы. Все, всех люблю, всех целую. С вами не прощаюсь. До новых видео на канале.